Всем привет! Мы находимся в ванной. Вот это короб, к которому эта ванна прилегает. Из этого короба выходит подача воды, холодная и горячая. И наша задача закрепить вот эти водорозетки на определенной глубине и на расстоянии между центрами водорозеток 15 сантиметров. При этом они должны стоять еще и по центру этого короба. Ванна имеет у нас 75 сантиметров, она прилегает к гипсокартону, поэтому центр между водорозетками должен находиться по центру самой ванны. Итак, начинаем собирать крепление. Нам нужна опора сзади, вот здесь, чтобы к ней прикрутиться саморезами. Чтобы ее сзади поставить, нам нужно ее куда-то с краев упереть. Делать вот эту планку длинной от края до края мы не будем, потому что чем она короче, тем прочнее. Мы ее поставим вот до сюда. Вот здесь у нас будет одна стойка, и мы уже к ней будем крепиться. Для этого мы между вот этой верхней и нижней цд-шкой вставим еще одну через закладные. Эту здесь, вторую наверх, и в них вставляем профиль. Вот такой. В принципе, можно одинарный поставить. То есть вот так вот. Вот так. Но я думаю, что будет не лишним, если мы сделаем у него заднюю стенку. То есть берем другой такой же профиль, срезаем с него бортики и надеваем на целый, как коробочку. Вот. Их надо скрепить саморезами. Получится такой профиль закрытого сечения. Вот его мы будем вставлять в закладные. Вот это наша коробочка. А это закладные. Вставляем между ними профиль. Вставляем и крепим саморезами сверху и снизу. Это есть. Собираем следующую запчасть, которую мы можем сделать легко и просто. Это задняя планка. В нашем случае это тоже будет профиль CD, то есть профиль потолочный, с лепестком. Стоять он будет у нас позади водорозеток. Вот так. То есть вот этот край у нас зайдет, конечно, куда глубже. И по факту будет у нас вот этот лепесток прилегать к вертикальному профилю. При этом можно даже будет его еще двигать назад, насколько нужно по глубине. Хотя у нас уже есть расчет на то, что водорозетки выведены уже вот этими уголками на нужную глубину. То есть, если мы поставим профиль сзади впритык на вертикальный на этот, то вот этот край водорозетки выйдет на уровень плитки. То есть, однослойная обшивка гипсокартоном и плитка как раз даст нам нужную глубину. Вот с этого уровня. Но для того, чтобы вот этот профиль вставить левым концом куда-то, то нужно, конечно, сделать там какое-то изменение в конструкции. В конструкции короба. Потому что собран он был вот таким образом. То есть тут есть перемычка. И она нам мешает.
Мы разогнем вот эту полку и вставим сюда еще пару железяк. С профилем, который относится к гипсокартонному коробу, мы разобрались. То есть разогнули у него полку. Теперь нужно установить еще одну такую же CD-шку, которая относится к креплению кранов. Вот она. То есть ее тоже нужно вставить в направляющие профиля. Вот эти вот два. Только она будет смещенная чуть-чуть вниз. Так, чтобы центр профиля, вот этот, находился на уровне будущих саморезов крепления. Здесь нам мешают саморезы, которые относятся к конструкции, но с некоторым техническим арсеналом мы с ними справимся. То есть мы их открутим, потом вкрутим обратно, уже с этой стороны. Итак, все вставили и закрепили. Вот у нас саморезы по металлу, которые крепят пластину к той CD-шке. И два самореза длинных, которые мы восстановили, вместо тех, которые убрали. Теперь, чтобы вставить вот в этот профиль другой такой же, нужно разогнуть бортики. Делаем два надреза, вот здесь и тут, снизу также, и разгибаем пассатижами металл, чтобы он был ровный. Вот так. Теперь можно вставить и планку с лепестком. В окончательном виде она будет прикручиваться вот здесь сбоку, возможно сзади, и вот здесь сверху и снизу. И уже по этой планке будут устанавливаться водорозетки на нужном расстоянии от стены, то есть вот так вот, и нужном расстоянии между ними. Чтобы саморезы, которые крепят сами водорозетки к металлу, держались хорошо, то нужно вот это донышко укрепить. Мы посмотрим, что у нас есть. Может быть, вставим внутрь профиля фанеру изнутри вот сюда. Или вкрутим несколько слоев металла. Вырежем из такого же профиля. Случайно, как рояль в кустах, у нас нашлась и фанера. Вставляем ее внутрь профиля. Сам профиль мы уже закрепили с одной стороны. С другой пока еще нет. Вот так вот до конца. И прихватываем ее саморезами в нескольких местах. Где-то с краю, по центру и где-нибудь там сверху снизу. После прихватывания фанеры включаем пару лазеров, так чтобы у нас была горизонтальная линия и вертикальная. И закручиваем водорозетки. Сначала одну, потом уже от нее вторую. Так, основное крепление у нас есть. Лазер пока можно убирать. Теперь нам нужно проверить, насколько выступает левый край и правый относительно каркаса. Здесь у нас уже зафиксированная сторона, а это подвижная. Мы можем ее еще двигать внутрь или наружу, для того, чтобы выставить на одинаковую глубину до миллиметра водорозетки, левую и правую. И даже можем немножко наклон регулировать. Ну, хотя, в принципе, здесь вот площадка ровная,
тут оно само встало как надо. Но возможность такая есть. То есть можно и наклонить, и здесь тоже можно наклонить, и можно двинуть внутрь, и там можно двинуть внутрь. Ну, мы просто делаем одинаковый размер сейчас. Тут все немножко проще. Все проверили. Все хорошо, слева и справа одинаково. Поэтому крепим саморезами торец профиля. Сверху на парочку саморезов и снизу тоже так же на парочку саморезов. Для удобства нам пришлось открутить одну водорозетку. Ну, сейчас мы ее обратно прикрутим. Кстати, лучше использовать по фанере саморезы не для гипсокартона, а именно для дерева с крупной резьбой. И плюс еще, чтобы конусная шляпка не порвала вам пластик, лучше подложить под шляпку какую-то шайбу. То есть вот саморез. Вот шайба. Закручиваем этот пакет в старые отверстия. Вот и все. Мы собрали крепление, зафиксировали на нем водорозетки. И все держится отлично. Крепко, по уровню и по размеру. В принципе, на этом видео можно заканчивать. Но я вам хочу показать еще один способ крепления, который используется у нас редко очень, но все-таки используется. Это когда нужно соединить две детали сквозь третью. А здесь как раз этот самый случай, когда это можно показать. То есть смотрите, у нас вот эта планка с фанерой внутри проходит сзади сдвоенного профиля, вот этой коробочки. Так вот, можно ли закрепить вот эту фанеру к вот этому профилю? Ведь мешается передняя стенка. Ну, с одной стороны вроде как нельзя, а с другой стороны, если хочется, то можно. Для этого надо просто высверлить вот здесь отверстие. Мы сделаем два отверстия. Тут и тут. Делается это конусным сверлом. Размер отверстия нужно сделать такой, чтобы в него проходила шляпка самореза. Еще нужна длинная бита. Ну или средняя какая-нибудь, потому что короткая явно не достанет. Вот так. В общем, закручиваем сюда саморезы. И таким образом соединяем заднюю стенку коробочки с фанерой. Так мы еще дополнительно укрепим конструкцию. Вот теперь точно все. Мы крепление собрали. Можно все это обшивать гипсокартоном. На этом видео про очередной вариант крепления водорозеток и как соединить две детали сквозь третью заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Забыл уточнить. А исходя из каких данных мы определяем, насколько водорозетка должна выступать из гипсокартона? Это зависит от толщины плитки и конструкции той детали, которая к водорозетке подключается. В нашем случае толщина плитки примерно 10 мм, а подключение к смесителю стандартное. Поэтому достаточно, чтобы край водорозетки выступал на уровень плитки, плюс-минус 1 мм. На это и расчет.